Здравствуйте, друзья! У нас на экранах Саша, гость нашей студии. О чем ты, Саша, нам расскажешь сегодня? Я расскажу о том, как я понял, что я мальчик. Так, то есть был себе девочкой и вдруг стал мальчиком. Или идентифицировал себя как мальчик. Тебе сейчас сколько лет? Мне 17. В какой момент произошла идентификация себя как мальчика? Ну, я стала подозревать, когда мне было, получается, 14, а потом, или нет, 13, а потом э, всем сказал, когда мне исполнилось где-то 14. Хорошо. Значит, что привело тебя к этой мысли? То есть я понимаю, люди, которые нас слушают, они первым делом скажут, ну, конечно, это в школе им говорят, что можно так и можно сяк, и сбивают с толку, и люди начинают придумывать себе бог знает что. У тебя это как получилось? Ну, я думала о том, что мне не совсем нравилось, когда люди говорили о мне, что я девочка, или говорили она, и думала о том, как мне было бы приятно, если бы люди говорили он. И я понял, что это не у всех такие мысли, что это значит, что нужно, что можно попросить, чтобы люди по-другому говорили. И я бы не сказала, что в школе нам вообще что-то об этом говорили, когда я стала об этом думать. Я после 7 класса это первый раз я стала об этом думать, а нам до этого в моей школе, я ходил в частную школу, нам вообще об этом ничего не рассказывали абсолютно. Хорошо. Вот сейчас ты учишься в городской школе, там уже в выпускном классе, там 12 лет у вас, да? Ты в 12 классе. Вот сколько у вас в классе детей? Ну, 30. 30. Из 30 детей, давай мы посмотрим, значит, сколько идентифицируют себя не как то, кем они являются от рождения. Там, Не, ну обычно только я бы не сказал, что прям так много, что прям везде, ну. ну хорошо, ну вот такие, допустим, геи, там, лесбиянки, неопределившиеся. Ну, у нас все это расслаблено, поэтому это не странно, если кто-то гей. Но Да. геи, я думаю, больше, если они идентифицируют как гей или бай, что такое, то может один или два в каждом классе. Ну, То это, есть ну, немножко может, не в совсем. класс, ну да, немножко. Никто не говорит, это не просто, не так, что там в американских школах они там все геи. Это неправда. Есть некоторые дети, которые идентифицируют по-другому, но это вообще даже меньше, чем люди, которые нравится тот же пол, как они. Хорошо. Значит, то есть как бы это ЛГБТ присутствует, но как бы в небольших масштабах. Но у вас в школе, я помню, был разговор, что у вас клуб какой-то есть, да, на эту Ну тему? да, у нас есть клуб, называется Ассоциация гендера и сексуалити. И в этом клубе у нас есть многие, которые ну, идентифицируют себя по-другому, как им нравится, не только противоположный пол. И, Так сколько у вас в клубе? ну, в клубе у нас тоже немного, где-то у нас 11 людей приходит обычно. Окей. Ну, то А, есть немного, реально. А классов в школе много. Классов много. Ну, в смысле, вот таких групп по 30 студентов. Ну да. Хорошо. Теперь такой вопрос. У тебя есть как бы кавалер, получается. Да, есть, да. Так, как зовут, я забыл. Мы его называем Матюшей. Матюша, Матвей, как бы, да. Хорошо, Мэтью. Вот Мэтт, но все-таки он же мальчик. Да, То Матюша есть он, мальчик. он, он знает, что он мальчик, он себя ни с кем не Да, путает. да. Он к тебе относится как к девочке. Нет, он только относится ко мне как мальчик, и он всегда ко мне так относился. Ну, тогда получается, что он гей, как бы, да? Ну, Но если он мальчик, он в отношениях там с другим как бы мальчиком, получается. ну, Матюше нравятся и мальчики, и девочки, но ему нравятся мальчики больше. То есть ты в данном случае идешь как мальчик. Ну да. Мгм. Ну, хорошо. Ам, с точки зрения того, что как ты вписываешься в окружающий мир. Ну вот родители, да, они знали, что у них есть девочка, вдруг выясняется, что у них нет девочки. Допустим, друзья у тебя какие-то были, там, подружки. Да? Подружки знали, что у них есть подружка Саша, выясняется, что Саша теперь не подружка, а друг. Вот как это все происходит? Ну, родителям сначала было очень странно, и они долго привыкали, но теперь все нормально, они тоже меня называют мальчиком, и все нормально. А с друзьями, ну, мне так получилось, что
я год как никому не говорил, этот год был 8 класс. А после 8 класса я пошел в другую школу, и там я начал говорить, поэтому у меня было мало такого, что прям как я друг другой. Но те друзья, которым я сказал, у меня был один хороший друг в то Мгм. время, а, он абсолютно нормально это все принял, Воспринял. да. Мгм. Хорошо. Дальше что? Вот сейчас тебе 17 лет. Ам, Есть люди, которые ну, просто физически меняют свой пол. Да, они тут какие-то операции делают, им гормоны дают. Они в результате этого живут там существенно меньше. Известно, да. И ты тоже хочешь такой процесс пройти, или ты как-то вот без этого? Я считаю, что я еще маленький, и я не совсем еще знаю. Я сейчас у меня никаких планов еще нет, но может быть когда-то это поменяется, но я не знаю. Ну хорошо. То есть, а ты пытаешься в себе как-то подавить там, допустим, женское начало, но вот в конце концов есть там э, половые признаки, там есть грудь, там есть, я не знаю, там, ну что-то. Вот ты пытаешься сделать так, чтобы это незаметно было или что? Ну да, я пытаюсь, ну как я одежду одеваю, которая не обтягивает, как не делает, чтобы все было там видно. Мгм. Мне нравится одежда, которая побольше, и чтобы фигуру было меньше видно. И одеваю. ам, Они не то, что лифчики, ну как типа лифчики, но они прижимают, чтобы было не так видно. Мгм. Ну хорошо, я вот слышал, ты там какую-то лекцию, что ли, для молодежи организовывал или что там, расскажи. Ну да, это раз я президент нашей этой клуба гендера и сексуалити, я вел класс ну, класса девятоклассников, где я рассказывал, как быть ally, ну, как быть другом ЛГБТ. И я просто там рассказывал о вещи, которые неправильные, которые они могут, может быть, не знают, ну, как о стереотипах, которые неправда. И мы рассказывали о том, как, ну, что нужно быть добрым, и если что-то ты не понимаешь, нужно вести адекватно, и вопросы задавать можно, но не навязчивые, и не вопросы, которые делают кому-то неприятно. И просто мы говорили, что самое главное — это быть добрым, несмотря на с кем ты разговариваешь. Ну хорошо. С точки зрения реакции учителей, там, я не знаю, учителя как к этому относятся? Ну, учителям вообще не важно. Мы, конечно, в Калифорнии. Я в начале года нас в школе нам просят писать наше имя на бумажке и писать наше местоимение. И я пишу, что я хочу, чтобы меня называли он, и учителя, ну, большинство использует, некоторые забывают. Мгм. Ну, как ладно, бывает, я просто иногда напоминаю, иногда нет. Но они не делают из этого как какую-то большую вещь. Ну хорошо. То есть в школе нет. Я просто хочу понять, насколько школа и обстановка в школе, и то, чему учат, и это не только ведь школа как школа, это еще и государство, в котором школа, да, то есть школа это государственное учреждение, то есть оно подчиняется каким-то более высоким законам, там, правилам и так далее. То есть ты считаешь, что школа, как государственный институт, она не способствует тому, что люди приходят к мысли, задаются вопросом, какого они пола, то есть, может быть, я там мальчик, а может, я и не мальчик. Вот твоя сестра Наташа в прошлый раз рассказывала, а ей вот тогда еще не было 10 лет, что им в классе там сказали учителя, что вы родились мальчиками там, и девочкой, это не значит, что вы там обязательно должны ими дальше быть. Вот. И, значит, и она ну, маленькая. То есть, вот то, что детям это говорят, например, это как-то действует на то, что они начинают задумываться над тем, какого они, собственно, пола. Я не думаю, что это кому-то делает вредное. Я думаю, что говорить детям, что это есть, это не значит, что все вдруг станет транс, и это просто
помогает им, потому что если им вообще абсолютно ничего не рассказывали, такое просто как все, только норм, девочка, девочка, мальчик, мальчик, Да. то если бы у них были такие мысли, что может они не девочка, или может они не мальчик, или может они вообще non-binary, Да. то они могли бы подумать, что они какие-то странные, что там и что с ним что-то не то, когда вообще-то это абсолютно неправда. Это абсолютно нормально, и школы это просто рассказывают, чтобы люди знали, что это нормально, и чтобы они других не обижали тоже, особенно если там дети познакомятся с кем-то. И я абсолютно не считаю, что школа как из-за школы дети меняют пол. Просто кажется, как будто бы больше детей меняют пол, потому что раньше вообще мало людей меняли. Но раньше людей меняли, потому что они не знали, что это нормально. И если они это делали, то их обижали. И люди это знали, что их будут обижать, и они ничего не говорили. То есть школа дает понять, что это нормально. Да, школа просто дает понять, что это нормально, а сама школа не меняет у людей пол. То есть, грубо говоря, так, люди, в которых твоя позиция такая, что люди, у которых это внутри есть, да, им школа говорит, ничего страшного, ты нормальный, ты как бы ничего. Да. Но если у человека этого нет, то ты в него это не поселишь. Да, я считаю, да, это то, что я думаю. И еще, если кто-то поменял бы пол в будущем, я думаю, они бы и так бы хотели. Но если бы они были вместе, там, где все говорили, что это нельзя и что это неправильно, или вообще об этом не говорили, они даже не знали, что так можно, то как эти идеи все равно были бы у них в голове, они просто не знали, что делать с этим, и просто в худшем случае упали бы в депрессию. Ну, это, конечно, в худшем случае. Хорошо, давай мы вот что сделаем. Давай мы скажем нашим зрителям, чтобы они писали вопросы, потому что тема такая, во случае для нашего канала, тема необычная. И многие люди говорят, что это вот государство навязывает, многие люди скажут, что это вот политика демократической партии, вот такая, потому что мы знаем, что, скажем, республиканская, она гораздо более негативно к этому относится. Как бы, да? Ну да. Скажем, не партия в целом, но там тоже полно ЛГБТ среди там высокого уровня чиновников партийных, но как консервативное движение в целом, оно к этому хуже относится, чем либеральное. Вот, поэтому ты как бы говоришь, что это дело не в партийности, не в либерализме, не в консерватизме, а вот в чем-то еще. Но а вот остается, например, у тебя такая мысль, что, может быть, я в какой-то момент передумаю и буду снова девочкой. Я думаю, что нет. Я очень долго думал, что я какой-то не той, что типа я даже не настоящий тренд, что я просто что-то выдумываю и почему-то не считаю, что я девочка и что что-то со мной не то. Но я понял, что то, что я считаю, что я не девочка, это достаточно. Я просто не девочка. И если бы я был девочкой, то я бы не тратил столько времени думать о том, что мне так настолько некомфортно одеваться как девочка, или чтобы люди называли меня девочкой. Ну, подожди, все-таки. То есть ты оставляешь возможность, что в какой-то момент у тебя может измениться отношение к этому? Я думаю, что у всех все всегда меняется. Я думаю, что все бывает. Конечно, может быть, это случится. Но я подозреваю, что такого не будет. Такого не будет. Хорошо. А как быть, вот, допустим, такие люди, да? Значит, с точки зрения семьи, брака, детей, вот как это так? Как работает? Ну, как работает? Ну вот, допустим, ты теперь мальчик. Значит, у тебя не будет семьи, у тебя не будет детей. Почему? Я думаю, что у меня будет когда-то семья. А с кем? Мне нравятся мальчики, поэтому я подозреваю, что будет с мужчиной. И я не думаю, что то, что я тренд, значит, что у меня не может быть семья. Я беременеть я не хочу. Ну, конечно, опять, я еще маленький, может быть, это поменяется. Но это не значит, что у меня не будет семьи. Есть другие. То есть тогда получается, что дети, которые у тебя будут, это не дети, которых ты родишь, а это дети, которые откуда возьмутся? Ну, сейчас я считаю, что я буду, я не знаю, как это
называется по-русски, но когда чьи-то яйца берут и кладут в кого-то еще. И тогда То есть генетически генетический ребенок материал. будет Ага. мой, но я не буду его рожать. Вот это сейчас А в чем мне... проблема родить? У тебя же организм для этого дела приспособлен. Зачем тебе кому-то, если ты можешь сама родить? Мне это в голове, ну опять, я понимаю, что я еще маленький, но еще я так чувствую, и мне сейчас это в голове чувствуется очень как травматично. Я очень не хочу, чтобы кто-то во мне рос, я очень не хочу это вот, ну, чтобы рожать, это Мгм. очень больно. И еще мне и так сейчас некоторые люди не считают, что я мальчик, и все равно говорят она. Если я буду беременным, то никто не будет смотреть на меня и говорить, что я мальчик. Мне это тоже очень... Какое тебе до них дело? Ты сама себе решаешь, ты мальчик или девочка. Я знаю, Ну, но я все равно не хочу, чтобы со мной так люди обращались, и нет, чтобы мне, мгм. как люди говорили, а как это ты мальчик, ты же беременный? И вообще, это как одна часть, но большая часть, это часть меньше. Часть, которая больше, это то, что я просто не хочу это вот чувствовать, что кто-то во мне растет, и все эти вот гормоны, и потом рожать я не хочу. Мгм. Ну хорошо, хорошо, я понял. Давай так, значит, мы возвращаемся к предыдущей идее, что нас смотрят зрители, и эти зрители, наверное, у них вопросы какие-то возникают, поэтому пусть пишут вопросы, да? Мгм. А мы потом по этим вопросам пройдемся и сделаем, значит, другой сюжет. Хорошо? Хорошо. Все, тогда счастливо, спасибо за разговор.